Всем привет! Данный выпуск посвящен сравнению оригинальной трубы Rehau раутером S Германия и подделки на эту трубу. Бывает так, что при консультациях мы встречаем категорические возражения относительно цены на трубу. У вас слишком дорого, вот на другом сайте такая же труба в 2 раза дешевле и там тоже написано Германия. Если клиент упирается только в стоимость и физически не готов платить, а вопрос оригинальности и надежности продукции интересует в последнюю очередь, это выбор каждого с соответствующими последствиями. Думающий человек всегда задаст вопрос, как я могу проверить, в чем отличие оригинала от подделки, и уже поразмыслив над этим, почитав форумы, по крайней мере задуматься, какого качества товар он приобретает за эти деньги и каковы будут последствия выбора. Итак, начнем. Разберемся и проверим на практике, в чем же разница между оригинальной трубой Rehau Term S и подделкой. Отрезок подделки для пробы был куплен в одном из интернет-магазинов по цене в 2 раза ниже от оригинала. Итак, поехали. Цвет труб почти одинаков, поэтому этот параметр опускаем. Обратим внимание на маркировку. Маркировка на подделке нечеткая, тусклая, легко стирается. В надписи подделки присутствует обозначение диаметра и толщины 16 на 2 мм вместо 17,2. Если это так, на этом этапе вы уже можете понять, что имеете дело с подделкой на немецкую трубу Rehau. Теперь отрезок оригинальной трубы имеет четкую маркировку, она трудно стираема. Условное обозначение диаметра 17 на 2 мм. В этом случае это маркировка оригинала. И вооружившись измерительным прибором, проверим, действительно ли условные обозначения размеров соответствуют реальности. Для начала проверим размеры оригинальной трубы Rehau раутером S. Толщина стенки составляет 2,8 мм, а наружный диаметр 17,6 мм. Эти показатели в пределах нормы допуска. Очень важно, чтобы толщина стенки была не прослаблена, так как это может привести к протеканию в местах соединения фитинга с трубой. Теперь измеряем показатели подделки на Rehau. Толщина стенки 1,73 мм и наружный диаметр 15,79 мм. То есть эти показатели с отклонением в меньшую сторону. И это уже сигнал для того, чтобы задуматься над качеством трубы в принципе. И следующий этап проверки – это испытание температурой. Сделаем нагрев строительным феном одного и второго образца труб до момента размягчения и посмотрим, как в одном и втором случае проявляют себя трубы. А начнем мы с оригинальной трубы Rehau. Локально прогреваем участок, вращая трубу по оси для равномерного нагрева. Достигнув момента размягчения, принудительно сделаем загиб. При загибании оригинальная труба Rehau восстанавливает свою форму, так как это реально труба класса PEX-A. И как видим, эта технология имеет молекулярную память. После такого эксперимента вы можете быть на 100% уверены, что покупаете оригинальную качественную трубу. Именно так ведет себя на практике труба класса PEX-A. И теперь проведем аналогичный температурный эксперимент с подделкой на трубу Rehau. Также прогреваем локально участок, вращая по оси для равномерного прогрева. И через некоторое время достигаем момента размягчения трубы в этом участке. Только в случае с подделкой уже на этапе размягчения труба начинает терять свою форму и безвозвратно деформируется. Это похоже на обычный пластик, который при плавлении просто растекается. В подделке нет молекулярной памяти, и это точно не технология класса PEX-A. Именно так ведет себя на практике подделка на немецкую трубу Rehau раутером S. И эта труба-подделка на деле не стоит даже и половины той суммы, которую мы за нее заплатили. Верить в иллюзию можно, но если вы на свою машину устанавливаете некачественные шины, это может привести к печальным последствиям во время движения, так и с трубой, которую вы закладываете в пол не на 1 год. Поэтому выбирайте обдуманно, смотрите не только на цену, но и проверяйте. Покупайте у надежных поставщиков. Поддавшись искушению ценой, легко прийти к обману. И экономии вопрос ударить больно может по карману. Было полезно? Ставь лайк, комментируй, подписывайся на канал, впереди много интересного. До новых встреч, удачи!